Друзья, приветствую вас! Это дневной обзор. Давайте рассмотрим основные события, которые происходят, а также какие движения предполагается по рублю, доллару, евро и российским акциям. В настоящее время, как я ранее говорил, началось даже не новогоднее, а скорее вакцинное ралли. Вот вступает новый игрок AstraZeneca. Они отчитались, что у них есть позитивные данные по поводу теста их вакцины. И в ближайшее время они будут готовить документы для оформления вакцины AstraZeneca. Ну вот, в ближайшие недели мы получим новые заявления о том, что вакцину, по крайней мере, пытаются запустить, получить разрешение. И, соответственно, это вызовет позитивное влияние на рынок, как мы ранее с вами наблюдали по Pfizer и Moderna. Касательно рынка недвижимости США, вот, в общем-то, новое известие, которое может его охладить и вызвать на нем коррекцию. Правительство требует увеличить свободные денежные средства, капитал от Fannie Mae и Freddie Mac. Это крупнейшая корпорация, которая занимается ипотечными кредитами Соединенных Штатов. Но на самом деле она их просто пакует и создает из них портфели, там различные деривативы. И как раз благодаря деятельности этих контор был запущен кризис в 2008 году. Сейчас у них требования к тому, чтобы они держали свободные средства, резервы на покрытие возможных убытков 243 миллиарда, от них требуют 280. Они, соответственно, увеличивают процентную ставку, комиссию на оформление ипотечного кредита. Это приведет к удорожанию ипотеки. И, соответственно, это может провалить рынок недвижимости США, который полностью завязан на выдаче ипотечных кредитов. Вот, собственно говоря, еще один фактор, который может запустить процессы схлопывания рынка недвижимости. Так, ну давайте посмотрим, что у нас с основными индикаторами движения на фондовом рынке. S&P 500, SFD на фьючерс. Он отпадал, но видите, 3550 здесь произошел отбой. Если не будет в ближайшее время повторного добития и пробоя 3540, 3550 вот этого диапазона, то мы отсюда увидим отскок. И цель ближайшего этого отскока движение на 3575. Если сейчас пойдем пробивать, то отсюда у нас развивается импульс движения, у которого следующая цель это 3520-3500. Так, немецкий фондовый индекс сегодня находится в просадке. DAX наиболее вероятно будет тестировать поддержку, которая 12990. И, соответственно, если она будет пробита, нас ждет увлекательное движение. Первая цель это 12680 и потом возврат на 12390. Но если сейчас у нас по S&P будет разворот, я думаю, DAX присоединится. От текущих значений будет отбой и движение к верхней границе. Тем более уже вбросили новость по поводу AstraZeneca. Нас ждет новый допинг, новая вакцина, которая должна рынки приподнять. Так, RGBI, дневной таймфрейм. Вчера у нас очень хитрое размещение было ОФЗ. Вот, но обычно после размещения статистически идет снижение индекса RGBI и рубль ослабляется. Но мы сегодня и наблюдаем. Единственное, здесь какой есть момент, все-таки пробили 154,2. Если сейчас это движение усугубится, не произойдет отбой и возврат на 154,4, 154,6, то здесь у нас рискует развиться движение. Первая цель будет вот сюда, вот 153,65. И дальше, если здесь пойдет пробитие, то нас ожидает движение на 152,4. Но здесь какой момент? Вот это движение, если провал происходит, это давление на курс рубля. Поэтому если здесь не происходит разворота, у нас дополнительное давление на рубль создается и рубль будет проседать. Так, далее индекс доллара. Дневной таймфрейм. Ну, у нас здесь нарисована разворотная кракозябра. Вот такие формации, они обычно приводят к тому, что развивается движение наверх. Вот, и здесь все готово к тому, чтобы произошел задерг, цель которого потестить 93,4. Вот это значение.
Этот сценарий на рост индекса доллара не срабатывает, если сейчас в ближайшие дни, в ближайшую неделю мы получим откат и пробой 92,1. Вот если такой сценарий сейчас будет реализован, то у нас, я думаю, очень быстро будет пробит 91,85 и разовьется дальнейшее движение на ослабление доллара. Вот, да, сейчас вот я публиковал в телеграм-канале информацию по поводу евро, что евро начинает как платежное средство давить на доллар, вот, что появляются прогнозы относительно того, что сейчас идет перекладка из долларовых активов в евровые активы. Но надо четко понимать, что такие движения, они вот так вот в один день и просто не происходят. Здесь должна быть определенная игра, определенные движения. Вот. Но в целом сейчас все будет определяться двумя процессами. Это относительная скорость восстановления экономик Европы и Соединенных Штатов и скорость работы печатного станка одного и другого. Текущий формат и приход к власти Байдена, он увеличивает вероятность того, что все-таки на среднесрочной перспективе доллар к евро будет слабеть. Но опять же, для того, чтобы развилось такое движение, нужен какой-то задерг вверх на укрепление доллара. Вопрос только в том, каким образом этот задерг будет происходить и до каких значений. Так, друзья, далее нефть, Brent, часовой таймфрейм. Мы допадали на сопротивление, диапазон, который находится в районе 44 долларов за баррель. Здесь уже мы нарисовали двойное дно. В ближайшее время либо сейчас произойдет отскок и уверенное движение на 44,3 в случае закрепления на 44,75. Или же, если сейчас происходит откат и добитие значения 43,75, то у нас отсюда развивается провал, и цель провала в идеале сходить на 43,3 вот сюда, вот к этой зеленой линии. На текущий момент 13,54 по Москве. Все указывает на то, что это движение может продолжиться, но оно продолжится в случае пробоя вот этого двойного донышка, которое здесь нарисовалось. Сейчас пробоя нету, и если в ближайший час-два будет удержание выше вот этого значения 43,9, то наиболее вероятный сценарий отсюда отскок сначала сюда и потом, возможно, сюда. Так, далее золото. По золоту был пробой 1855, пока этот пробой на текущий момент может назад затянуться и оказаться ложным пробоем. Но в том случае, если мы в ближайшие часы, сегодня до конца дня, не вернемся выше 1860, то, скорее всего, это окажется истинным пробоем и движение вниз по золоту продолжится. Сама логика возникновения так называемого вакцинного ралли, когда постоянно объявляют о новых вакцинах, она способствует тому, чтобы снижались риски, и, соответственно, здесь идет исход из того, что можно назвать safe haven в лице золота. Но есть и другой фактор. Это то, что печатают деньги, и рано или поздно возникнет инфляция. Поэтому в любой момент вот эта тенденция, она может развернуться, как только пойдут заявления по поводу предоставления очередных пакетов помощи или расширения действующих. Так, далее серебро. По серебру у нас фактически нарисовано двойное дно, как и по золоту. Уровень существенный, это 23,8. Если продолжается проторговка под 23,8, то вот это все оно приведет к тому, что разовьется отсюда движение, и цель этого движения ближайшее будет в районе 22,6-22,8. Но текущий формат указывает на то, что это может оказаться в ближайшее время ложным пробоем, и цена здесь подтянется на 23,8 и разовьется отскок, цель которого 24,5. Вот часовой таймфрейм. Здесь сейчас произошло накопление. И видите, вот 23,8 уровень сработал. Он всегда с плюс-минус там с каким-то облаком вокруг работает. Но здесь мы дошли до 23,8. Двойное дно, как вы видите, даже немножко проколотое. И вот эта формация, если она сейчас по серебру удержится, нас ждет отскок. Цель этого отскока, первый это 24,3,
и потом движение на 25 отсюда. Вот, если здесь следует пробой, то цели мы с вами по большим таймфреймам обозначили. Так, друзья, далее РТС, индекс РТС. На что здесь хотел обратить внимание. Дневной таймфрейм. Мне кажется, все-таки рассматривать индекс более правильно, чем фьючерс. Фьючерс получается умножением индекса на 1000 и плюс там какая-то небольшая корректировка, чаще всего вверх, особенно в начале смены контракта. Вот. Может быть и вниз, но чаще все-таки вверх, особенно когда идет револьвирование контракта. Так, дневной таймфрейм. Но у нас сегодня идет снижение, отбой от уровня 1275-1276. Вот, соответственно, здесь у нас речь идет об удержании значения 1250. Вот 1250-1249. При удержании этого значения все это превращается в консолидацию. И эта консолидация, она приводит к пробитию и движению на 1320. Так, ну и часовой таймфрейм. Здесь у нас разворотная формация. У этой разворотной формации цель движения находится вот здесь вот, 1280. Соответственно, это движение будет реализовано, если не произойдет пробоя диапазона 1252-1246. Вот этот вот диапазон, если мы не пробиваем в ближайшее время, то у нас сегодня либо завтра с утра будет движение на 1280 с высокой степенью вероятности. Если здесь развивается пробитие, то мы проваливаемся. Цель движения у нас находится на 1226, и мы переходим торговаться вот в этот диапазон между двумя зелеными линиями. Так, друзья, далее рубль-доллар, USD Tomorrow, часовой таймфрейм. Вот видите, в общем-то, позиции юридических лиц были на рост доллара против рубля. Позиции достаточно успешно сработали. Одну часть движения мы здесь сделали. Вот. Сейчас на текущий момент все зависит от развития событий на внешних площадках и движения цен на нефть. На часовом таймфрейме у нас здесь разворот. И, соответственно, отсюда сейчас развивается движение. Цель этого движения сначала 76.15, и потом, если здесь при приходе на 76.15 растут объемы, следующая цель это 75.87. Вот. В каком случае этот сценарий не сработает? Он не сработает, если мы сейчас еще час-два будем торговаться в диапазоне 76.4, 76.6, и такое нахождение здесь, оно приведет к тому, что последует пробой 76.63, и движение, цель этого движения находится вот здесь 76.9. Если здесь закрепляемся, вот у нас есть сильный уровень 77.35, который будет притягивать движение. Пока на текущий момент, с учетом вот всей этой формации, если не происходит пробоя, то у нас цель движения это 76.15 и потом закрытие гэпа на 76.95, 76.9. Здесь разворотная формация, и сейчас, я думаю, продолжится вот это вот движение на укрепление рубля. Вот. Но все-таки, если рассматривать более длительную перспективу, несколько дней, то я не думаю, что вот эта тенденция на укрепление рубля, она сохранится в таком же виде. Да, в общем-то, наверное, возможно, мы даже до 75 и дойдем, но для того, чтобы цена пробивала 75 и 74 рубля за доллар, ну, необходимо, чтобы нефть все-таки ушла где-то к 50 долларам за баррель. Если мы такое получим, то у нас возможно и более сильное укрепление рубля. Если такого движения по нефти не будет, то я не думаю, что вот этот тренд, он продлится ниже, чем 75 рублей за доллар. Так, друзья, далее евро-доллар. Давайте сразу 4-часовой таймфрейм возьмем. Но здесь у нас похоже на то, что будет коррекционный отскок. Нарисовали двойное донышко. И здесь ситуация следующая. Если сейчас не будет добития 1,1805, то здесь у нас разворотная формация, и цель отскока находится на 1,1870. Если сейчас развивается пробитие 1,1805, то отсюда пойдет движение, цель которого 1,1775.
Вот смотрите, здесь такой момент существенный, он касается не только евро-доллара. Есть сильные уровни, которые работают уже очень длительное время. И есть промежуточные уровни. Промежуточные уровни, они меняются в зависимости от ситуации на рынке, от того, как происходит торговля, какие сделки проходят и так далее. Вот, поэтому есть вещи, которые они, ну скажем так, работают многое время, например, вот уровень 1,1790. Есть промежуточные уровни, которые могут меняться каждый день в зависимости от рыночной ситуации. Так, друзья, далее Сбербанк, дневной таймфрейм, но здесь у нас, в общем-то, по сути идет коррекционный откат. Цель этого отката — уход вот сюда, вот на это значение. Так, давайте часовик посмотрим. У Сбербанка был уровень 238,5 ранее. Вот, соответственно, здесь произошло небольшое смещение, которое связано, то есть вот здесь вот был пробой, и после этого пробоя мы должны были идти на 235, вот сюда вот. Вот, но здесь произошли определенные сделки, и поэтому сейчас на текущий момент времени отсюда высока вероятность того, что будет движение на 240. Вот. Дальше, если 240 будет пробито в ходе этого движения и пойдет рост объемов, то мы увидим здесь восстановление и движение. Цель этого движения будет 244,5 вот сюда вот. Если вот это восстановление не сработает, пойдет откат и повторное пробитие 237,3, то у нас отсюда развивается движение на 235, 234,5 и потом далее вниз. Так, далее Газпром. Ну, Газпром у нас сделал цель, которая на 185 находилась, и после этого он завис в проторговке. Это дневной таймфрейм. Так, далее часовик. Ну, смотрите, по часовику Газпром выглядит достаточно уверенно, по крайней мере, по сравнению со Сбербанком. Сейчас у Газпрома есть сильная поддержка, которая находится на 180-179 в этом диапазоне. Но это, скажем так, на больший промежуток времени, если ориентироваться. Если ориентироваться на сегодня, то вот этот вот отбой, который здесь произошел, и рост движения, цель которого будет 186, произойдет в том случае, если мы сегодня не получаем продолжение отката и пробитие 181. Вот 181 здесь, если пробивается, мы начинаем падать. Если 181 мы не пробиваем, то все это превращается в консолидацию, и отсюда будет задерг на 186,5, 186. Пока вот судя по вот этому движению, которое произошло, здесь больше факторов указывают на то, что будет отскок и движение на 186,5. Если здесь будет закрепление, консолидация, то мы увидим продолжение дальнейшего роста. Так, друзья, далее Норильский никель. Ну, смотрите, здесь ситуация, с моей точки зрения, более или менее адекватная. Единственное, конечно, вот эта двойная вершинка здесь возникла, но она пока не дорисовалась. На текущий момент времени, если мы удерживаем 20550 уровень, то вот здесь у нас разворотная формация, и цель движения будет тестирование на пробой 20900. Как только 20900 пробиваем, у нас отсюда цель движения 21750. Если у нас все-таки происходит пробой 20550, то у нас отсюда вероятнее всего возникнет движение, цель которого будет 20250. Вот здесь он может консолидироваться, набрать позу и отскочить. Если и здесь возникает пробой, то у нас пойдет провал, и цель этого провала будет 19600. Так, друзья, далее вопрос вот от нефти был, что с ней будет. Но смотрите, здесь цель движения 550, эта цель еще не отработана. Вот сейчас идет закрепление в диапазоне 500-520. На текущий момент времени, как только будет уверенное пробитие 520 на объеме, у нас очень быстро может быть отработана цель 550, и следующая цель находится вот здесь 608,5. Бумага завязана на нефти, и как только по нефти, ну хотя бы даже не рост, а закрепление, если возникнет на текущих значениях, мы вполне можем увидеть пробой 520 и отработку 550. Вот этот сценарий нахождения в этом диапазоне, он будет сломан, и бумага пойдет откатываться в том случае, если мы
получаем пробитие 490. Пробой 490, и отсюда разовьется провал. Цель этого провала как минимум сходить на 440 вот сюда вот. Но пока здесь все факторы указывают на то, что вот эта консолидация, она приведет к росту, ну, наиболее вероятно на 550 вот сюда вот. Так, далее Роснефть. По Роснефти мы часть задач вот этим ростом решили. Ну, здесь, собственно говоря, осталось только сходить на 475-490 вот сюда, в этот диапазон. Но при текущих ценах на нефть это движение, я не уверен, что произойдет, потому как и так хорошо отскочили. Так, ну и на дневках у нас сейчас идет попытка нарисовать разворотную формацию. Немножко не добили 4,64. Вот, но без роста нефти, скорее всего, добития не будет. Здесь более логично сейчас сформировать коррекционный откат. И цель этого отката 423. Вот 423, если здесь будет пробой, то пойдет уход вот сюда, вот в этот диапазон. Если сейчас мы не пробиваем ни 440, ни 423, то вся эта конструкция приводит к дальнейшему росту. И цель здесь первая 464, потом 485, 500. Так, но если брать часовик, то здесь картина следующая. Отпадали, и в ближайшее время у нас отсюда наиболее вероятно будет коррекционный откат. Цель этого отката 400, отскока 455, 460. Вот сюда этот диапазон. Ну, этот откат, отскок он не произойдет, если сейчас развивается движение вниз, и мы получаем пробой 442, 441, вот этого диапазона. Если здесь будет пробой, то отсюда пойдет уход сначала на вот эту зеленую линию, и потом, возможно, вот сюда, вот в этот диапазон. Так, друзья, ну это все основные активы. Спасибо за внимание.